Игорь Федорович Летов родился 10 сентября 1964 года в сибирском городе Омске. Его отец Федор Дмитриевич Летов был военным, прошел Великую Отечественную войну, а мать Тамара Георгиевна работала врачом. Родители познакомились в Семипалатинске, городе, где располагался первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР. В доме, где жили родители, во время ядерных испытаний неоднократно вышибало окна, а один раз даже снесло крышу. Здесь родился брат Игоря Сергей, который был старше его на 8 лет. Игорь же родился в омских бараках, на месте которых в начале 20 века располагались конюшни выдающегося полярного исследователя адмирала Колчака. Когда мальчику исполнился год, родители получили квартиру в одном из мрачных районов Омска, поселке Чкаловский, на проспекте, который раньше служил взлетной полосой. Неблагоприятные экологические условия отразились на здоровье мальчика, в связи с чем младенческий период его жизни прошел в больницах и походах по врачам. Любимым увлечением детства Игоря было коллекционирование. Он собирал значки, марки, этикетки, монеты, а также у него была большая коллекция кактусов. Старший брат учился в физико-математической школе при Государственном университете в Академгородке города Новосибирска и постоянно привозил домой различные пластинки. Именно он познакомил Игоря с рок-музыкой. По-настоящему сильное впечатление на него произвела британская группа The Who, которая в первую очередь потрясла его именно своим звучанием. В старших классах парень мечтал создать собственную группу и начал писать тексты. Окончив школу в 1982 году, Летов переехал в поселок Красково Московской области к брату, который на тот момент окончил Московский институт тонкой химической технологии. Еще с 1980 года брат начал любительски играть на саксофоне и уже совсем скоро получил определенное признание. Выступал и записывался с группами «Аквариум», «Алиса», «ДДТ», а также основал саксофонное трио «Трио» и был участником многих музыкальных групп. В Москве Игорь был зачислен в строительное ПТУ, где проучился всего несколько месяцев и был отчислен за злостную непосещаемость. Именно тогда он еще больше углубился в рок-культуру, покупал в огромном количестве пластинки и записи, и вместе с братом даже однажды выступал в качестве бас-гитариста на концерте джазовой группы Сергея Курехина «Поп-механика». Некоторое время спустя он вернулся в Омск, где в качестве художника стал работать на заводе и рисовать портреты Ленина и агитационные плакаты. Летов впитывал в себя любую информацию. Много читал, смотрел фильмы, слушал музыку, интересовался философией. Одним из его любимейших писателей был Федор Михайлович Достоевский. Кстати, недавно наши друзья с образовательного сайта Лекторий Достоевский запустили свой новый YouTube-канал. Там в интересном и доступном формате вам расскажут об истории, литературе, искусстве, кино, театре, этикете и даже о моде. Исключительно достоверная и уникальная информация. Рекомендуем перейти и подписаться на Лекторий Достоевский. Мы уверены, каждый сможет найти на канале что-то для себя. Ссылку оставим в описании под роликом. Постепенно пришло понимание, какую музыку Игорь хотел бы услышать и с какими текстами. В конце 1982 года Летов вместе со своими приятелями Андреем Бабенко и Евгением Деевым основал группу «Посев», которая представляла собой смесь гаражного панка, хард-рока и психоделии и существовала исключительно как домашний проект. Вскоре Летов познакомился с бас-гитаристом Константином Рябиновым, вместе с которым 8 ноября 1984 года основал группу «Гражданская оборона». Название было взято с висящего на стене плаката, и все участники коллектива посчитали, что оно отлично отражает суть того, о чем говорила группа. Название группы часто сокращалось до аббревиатур ГО и ГРОБ, что впоследствии стало названием домашней студии Гроб Рекордс. Музыканты были настоящими панками во всех проявлениях, начиная от внешнего вида и поведения и заканчивая нарочито дурацкими именами. Так Рябинов взял себе псевдоним Кузя УО, то есть умственно отсталый, а Летов превратился в Егора Дохлого. Правда, вторая часть творческого псевдонима быстро отвалилась, и осталось имя Егор. Собственно, с этого момента и начинается история Егора Летова. В 1985 году дома у Летова были записаны первые альбомы «Поганая молодежь» и «Оптимизм». Однако практически сразу в деятельность группы вмешались местные правоохранительные органы. Все началось с того, что мать одного из участников группы, Андрея Бабенко, услышала их записи и, будучи партийной деятельницей, пошла в КГБ и сказала, что ее сын втянут в антисоветскую организацию. В итоге музыкантов арестовали и пытались сфабриковать дело об организации террористического акта. Всем, кто общался с Летовым, угрожали
угрожали, а на их близких начали оказывать давление. Не зная, как поменять ситуацию, Егор написал записку, в которой было сказано, что он решил покончить с собой под давлением некоего майора Владимира Мешкова. После этого дело было прекращено. Летова отправили в психиатрическую лечебницу, а Кузьму, несмотря на сердечную недостаточность, на 2 года забрали служить на Байконур. Когда музыкант 3 месяца спустя был отпущен из психушки, ему было совершенно не с кем играть, так как со всех его знакомых и друзей взяли подписку, что они не будут иметь с ним никаких дел. Летова это не остановило. Он сочинял песни и записывал их в одиночку. За год упорной работы он записал целых 5 альбомов: «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Мышеловка», «Хорошо» и «Красный альбом». Песни из этих альбомов были о подавлении личности тоталитарной системой, о борьбе за выживание в условиях гнетущей реальности. Атмосфера создавалась не только бескомпромиссной лирикой Летова, заряженной посылом «я всегда буду против», но и характерным звучанием группы, от которого у неподготовленного слушателя могло возникнуть физиологическое отвращение. Такой звук был не просто следствием нехватки качественного аппарата, но и идейно-художественным оружием гражданской обороны. Летом 1986 года Егор Летов предложил своим знакомым музыкантам из группы Пик Клаксон Евгению и Олегу Лищенко свою помощь в качестве ударника. За год совместной деятельности ими было выпущено 3 альбома: «Лечебница для душевно здоровых», «С Новым годом» и «Лишние звуки». Также, подписавшись названием «Адольф Гитлер», они выпустили альбом «Лечебница», принципом написания песен в котором стало доведение до откровенного и поражающего абсурда воззрений нацистской идеологии, в которой словно в зеркале отображалась другая идеология – зверство советского тоталитаризма. Первое выступление Егора Летова на большой сцене в составе новоиспеченного коллектива состоялось 12 апреля 1987 года на первом Новосибирском рок-фестивале. Областной комитет ВЛКСМ по идеологическим соображениям запретил приезд питерскому аукциону и московским звукам МУ, поэтому в программе зияла дыра, которую нужно было кем-то заполнять. Президент рок-клуба представил начальству прибывшую команду Летова как пай-мальчиков из Омска, но оказалось наоборот. Музыканты в бумагах указали себя как группа «Гражданская оборона», а на деле на сцену вышел коллектив «Адольф Гитлер». Это был скандал. Сарказм песен был совершенно не понят жюри. Его члены были уверены, что видят перед собой на сцене самых что ни на есть настоящих фашистов, а зал буквально бесновался и сходил с ума. Через полчаса организаторам, наблюдающим эту вакханалию, пришлось выключить аппаратуру и выгнать группу со сцены. Вернувшийся из Новосибирска домой Летов прекрасно понимал, что эта история о фестивальных подвигах дойдет до Омска, и, опасаясь, что его опять поместят в психиатрическую больницу, пустился в бега. Надо сказать, что именно на этом фестивале состоялось его знакомство с начинающей панк-рок-исполнительницей Яной Дягилевой, известной как Янка. Имея в кармане небольшое количество денег, он купил билет и вместе с ней уехал из Омска. В бегах они провели остаток года, объездили полстраны, побывали в Симферополе, Киеве, Москве, Ленинграде, записали ряд альбомов и сыграли множество квартирников. В декабре 1987 года им сообщили, что розыск прекратился, и Летов вернулся в Омск. Месяц пожил тихо, а потом записал альбомы «Все идет по плану», «Так закалялась сталь» и «Боевой стимул». Выступление на втором Новосибирском фестивале, которое состоялось в 1988 году, принесло гражданской обороне настоящую популярность. И большой вклад в это внес Сергей Фирсов, человек, благодаря которому мир узнал Александра Башлачева, а также в свое время устроивший работать в котельную Камчатка Виктора Цоя. Он начал активно распространять в музыкальных и околомузыкальных тусовках копии пленок с записями гражданской обороны и помог музыкантам вступить в Ленинградский рок-клуб. В результате группа стала активно гастролировать, давала концерты в Москве, Ленинграде, а также выступила на панк-фестивале в Прибалтике. В 1988 году Егор Летов, Олег Судаков и Константин Рябинов создали концептуальный музыкальный проект «Коммунизм». Исследуя эстетику и культурные традиции эпохи развитого социализма, музыканты за 2 года выпустили целых 14 альбомов, в которых в основном обыгрывалась атмосфера молодежного энтузиазма, времени несбывшихся надежд и иллюзий 60-х годов. По стилистике это смесь трэш-панка и авангардного постпанка с использованием произведений эстрадных оркестров. Помимо композиций, авторами которых были сами участники проекта, в текстах песен периодически использовались элементы произведений самых разнообразных авторов: Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Франца Кафки, Даниила Хармса, Леонида Андреева, Сергея Михалкова, Владимира Ленина, Леонида Брежнева, Хо Ши Мина, Иоганна Себастьяна Баха, Федора Достоевского и других известных личностей.
В 1989 году музыканты гражданской обороны попробовали записаться на репетиционной точке группы «Аукцион». Однако в процессе работы Летов понял, что при хорошем качестве записи теряется что-то очень важное. Он немедленно прекратил запись, собрался и уехал в Омск, где прямо у себя дома записал 4 альбома: «Война», «Здорово и вечно», «Армагеддон Попс» и «Русское поле экспериментов». Грязно, жестко и живо. Альбом «Русское поле экспериментов» сам Летов впоследствии называл вершиной своего творчества. И эта пластинка действительно стала подведением итогов первого этапа активности гражданской обороны. «Лучший мой альбом. Мой запредельный уровень прыжка выше собственной головы, сама заглавная песня», — говорил Летов. Эта 14-минутная композиция густо наполнена аллюзиями и реминисценциями на историю России и философские тексты. В 1990 году Летов объявил о том, что распускает гражданскую оборону. Это случилось после концерта в Таллине. Коллеги по группе и люди из близкого окружения Егора такое решение связывают с лавинообразным ростом популярности группы, что превращало ее деятельность в определенной степени развлекуху. А для Летова это прежде всего была идеологическая вещь. Но музыкой заниматься он не бросил, а создал сольный психоделический проект «Егор и опьяневшие», в рамках которого за 2 года были записаны альбомы «Прыг-скок» и «100 лет одиночества». Группа создавала экспериментальное психоделическое звучание с элементами постпанка. Лирика проекта была максимально метафоричной, наполненной аллюзиями и цитатами. Социальный аспект ушел из текстов, уступив место иносказательной манере. При этом провокационность образов в песнях порой не уступала ранним текстам гражданской обороны. Альбом «Прыг-скок» Егор Летов называл одним из своих любимейших творений. Сам музыкант рассказывал, что во время работы над текстами альбома его укусил энцефалитный клещ, в результате чего температура тела в течение целого месяца даже поднималась до 41 градуса. Он не мог спать и постоянно терял ощущение реальности. Врачи ничего хорошего не прогнозировали и лишь говорили, что Летова либо парализует, либо он сойдет с ума. Но в итоге все обошлось благополучно. 9 мая 1991 года при загадочных обстоятельствах погибла Янка Дягилева. Как говорил сам Летов, какое-то время они были в определенном смысле мужем и женой, но каждый из них жил очень свободной жизнью. Незадолго до своей трагической смерти Янка рассталась с Егором. Их разрыв она прокомментировала так: «Чтобы с ним жить, надо быть ему равным. Если ему уступаешь, он тебя сминает». Единственной официальной женой Егора Летова являлась Наталья Чумакова, которая играла в гражданской обороне на бас-гитаре. Они поженились в 1997 году. Наталья разделяла не только музыкальные вкусы Летова, но и его страсть к футболу. Матчи они смотрели вместе, хоть и болели за разные команды. По семейной традиции он симпатизировал ЦСКА, а она болела за Спартак. В английской премьер-лиге тоже были расхождения. Он считал настоящими бойцами Челси, а она Манчестер Юнайтед. А еще Егор очень любил котов, и их у него было целых 3: Тиша, Степа и Песик. Все они были найдены и подобраны с улицы. Такая вот доброта. В 1993 году Егор Летов вновь решил собрать гражданскую оборону для студийной и концертной деятельности. В этот же период он активно занялся политикой и вступил в ныне запрещенную в России национал-большевистскую партию, что для многих его поклонников стало совершенной неожиданностью. Вместе с создателями партии, писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром Дугиным, они разработали идеологические принципы партии, характерной особенностью которых был языковой и культурный, заметьте, не этнический, национализм. Во время октябрьских событий в Москве Летов вместе с участниками гражданской обороны принимал участие в обороне Белого дома. Сергей Летов рассказывал: «Там они могли и погибнуть, но спасли их коммунистические бабульки, которые стали ругаться на них. Волосатых нам здесь не хватало. Пошли вон отсюда!» Они обиделись и ушли. В 1997 году Егор Летов выпустил еще 2 альбома «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». В этих альбомах Летов вернулся к социальным темам, которые теперь были пропитаны патриотическим пафосом и более глубоким философским осмыслением поднимаемых проблем. 5 лет спустя, в 2002 году, вышел альбом «Звездопад», который был примечателен тем, что состоял исключительно из песен советских лет. Так слушатели увидели Егора Летова, ностальгирующего по наследию СССР. Спустя 2 года Летов официально объявил о том, что не принадлежит больше ни к каким политическим и националистическим силам. Он записал 2 новых альбома «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация», благодаря которым интерес к группе оживился и со стороны публики, и со стороны прессы. Последним альбомом гражданской обороны стал «Зачем снятся сны», вышедший в мае 2007 года. Как выяснилось позже, альбом стал некой лебединой песней Егора Летова. Глубокая метафизическая лирика таких песен, как «Сияние»
издание «Все это с тобой» и «Калейдоскоп» обнажило перед слушателями самые сокровенные уголки внутренних переживаний лирического героя Летова. 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге состоялся последний концерт группы «Гражданская оборона». А 10 дней спустя, 19 февраля 2008 года, 43-летний Егор Летов скоропостижно скончался в Омске. По первоначальной версии причиной смерти стала остановка сердца. Позже появилась еще одна версия – острая дыхательная недостаточность, которая развилась от отравления этиловым спиртом. Похоронен Егор Летов в Омске на Старо-Восточном кладбище, рядом с могилой матери. История Егора Летова с большим трудом поддается объективному описанию. Это совершенно уникальная и противоречивая фигура. Он сумел найти собственный музыкальный язык и, по мнению многих, является одним из главных поэтов русского рока. Хотя сам он себя поэтом никогда не называл и не считал, да и к русскому року свое творчество не относил. К наследию Летова относятся по-разному. Кто-то признается в том, что его музыка оказала на них огромное влияние. Кто-то критикует ее, называя излишне депрессивной и злой по своей энергетике. Но равнодушными его творчество не может оставить никого. Несмотря на то, что «Гражданская оборона» была популярна по всей стране и за ее пределами, в родном городе Омске Егор Летов принципиально концертов никогда не давал, так как считал, что его родной город – это место, где лишнее внимание со стороны ему будет только досаждать. Не так много времени прошло после его ухода, но уже сегодня во многих гуманитарных вузах изучается творчество Егора Летова, читаются лекции и защищаются диссертации. В Российском государственном гуманитарном университете с 2014 года ежегодно проводится летовский семинар, посвященный изучению творчества Егора Летова. А в апреле 2018 года вышел сборник «Летовский семинар. Феномен Летова в научном освещении», в предисловии к которому вдова Егора Наталья Чумакова написала: «Не каждому поэту повезло быть изучаемым при жизни и через столь недолгое, по большому счету, время после смерти». Это была история Егора Летова.